Добрый день, товарищи! Сегодня мы с вами поговорим по поводу исследования артериального пульса у пациентов при патологии и без нее. Давайте с вами сначала разберемся, что же такое артериальный пульс. Это пальпаторное периодическое толчкообразное расширение артерии в систолу и спадение ее в диастолу. Образуется пульс периодически за счет того, что повышается артериальное давление в результате выброса крови из левого желудочка в аорту и затем распространяется по артериям. На рисунке вам видна картинка, которую вы уже видели неоднократно, и мы здесь с вами можем увидеть момент систолы, он связан с появлением первого тона сердца. И в результате этого происходит наполнение стены сосуда артерии кровью, распространение пульса начинается с сердца и перемещается на периферии. Артерировать возможно на артерии, если она расположена поверхностно и прилежит к плотной основе. Классическим местом является пальпация артериального пульса на лучевой артерии, дистальной части предплечья. Врач располагается перед пациентом и захватывает его правое запястье левой рукой, а левое запястье правой рукой. При этом пальцы исследователя расположены внутри, сомкнутые на сгибательной поверхности предплечья, и плавно прощупывают ими отчетливую пульсацию. Участие принимают указательный, средний и безымянные пальцы. Кисти пациента расслаблены и расположены на уровне сердца. Нащупав пульс, необходимо сравнить на обеих руках его наполнение и время появления пульсовой волны. Соответственность, одинаковость и синхронность пульса, можно сказать другими словами. Для определения наполнения пульса плавно придавливает артерию к лучевой кости до исчезновения пульсации, а затем постепенно приподнимают кончики пальца до того уровня, когда пульсаторные толчки расплавляющейся артерии станут едва ощутимы. Амплитуда движения, совершаемых при этом кончиками пальцев, и характеризует наполнение пульса. Одновременно отмечает скорость нарастания и спадания пульсовой волны, так называемая форма пульса, и сравнивает следующие друг за другом пульсовые волны между собой по наполнению, то бишь оценит равномерность пульса. Последующие свойства пульса мы определяем обычно на одной из рук, чаще на левой. Если же пульс был не одинаковым, то на той, где пульс артериальный пропальпировался лучше. Равномерность пульса нам позволяет судить о ритмичности. Если пациент имеет жалобы на перебой в работе сердца, ритмичность пропальпировать необходимо более продолжительное время. Возможно в этом случае и сочетать пальпацию пульса с тестами, пропальпировать артериальный пульс при изменении положения тела, после физической нагрузки. Чаще всего предлагают пациенту сделать приседания 10-15 раз, на задержке дыхания, на выдохе, на вдохе и другие тесты. Следующим этапом следует определение частоты пульсовых волн. При дефиците времени и сохраненной ритмичности пульса можно посчитать за 15 секунд. Данный способ мы применяем часто тогда, когда у нас не хватает времени, но необходимо провести осмотр большого количества пациентов. Это часто бывает на амбулаторном приеме. И умножить на 4. Вот вам и получится результат. Затем переходят к определению напряженности пульса. Изучение состояния сосудистой стенки вне пульсовой волны. Для этого необходимо иметь хорошую согласованность работы ваших пальцев. Указательным пальцем пережимают лучевую артерию с такой силой, чтобы это не мешало исследованию. В то же время безымянным пальцем создают давление с такой силой, чтобы остановить пульсовую волну. А средний палец фиксирует внимание на момент прекращения кровотока и определяет степень требуемого давления безымянным пальцем.
Для оценки стенки артерий пальпацию проводят в момент отсутствия пульсовой волны и пальпируют артерию в поперечном направлении. Своего рода перекатывают артерию под своими пальцами. Этот прием позволяет ощутить стенку сосуда. Клиническими симптомами мы будем с вами называть разнообразные формы, виды пульса. Наполнение пульса зависит от величины сердечного выброса, массы циркулирующей крови, проходимости артерий. В норме пульсовая волна средней амплитуды, что обозначается как пульс удовлетворительного наполнения. Пульс повышенного наполнения, полный пульс, или по-другому по латыни называется пульсус пленус, бывает у пациентов с артериальной гипертензией и тиреотоксикозом. Сочетание быстрого нарастания и внезапного спадания пульсовой волны с высокой ее амплитудой характеризует как скорый и высокий пульс. Пульсус цели et altus. Такой пульс иногда еще называем мы как подскакивающий пульс. Наблюдается при недостаточности артального клапана. Пульс малого наполнения, пустой пульс или пульсус inannis seu vacus, свидетельствует о снижении сердечного выброса, например, вследствие острой сердечной и сосудистой недостаточности, митрального и артального стеноза, пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии. У пациентов с выраженным стенозом устья аорты, то, что очень часто распространено в результате атеросклеротического процесса, и мы это с вами будем видеть у пациентов во второй половине жизни, чаще всего у пожилых людей старческого возраста, иногда отмечается замедление подъема пульсовой волны, ее растянутость во времени и низкая амплитуда. На графике видно, что пульсовая волна растянута во времени и не имеет выраженной амплитуды. Такой симптом называется пульсус тардус. При общем снижении тонуса периферических артерий у пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями может пропальпироваться так называемый расщепленный пульс, пульсус дикротикус, который воспринимается как сдвоенный удар ввиду наличия дополнительного пульсового толчка в период снижения основной пульсовой волны. На графике мы видим с вами следующее. Вот этот у нас участок сфингограммы, он показывает, это первый пульсовой удар, а на спадении пульсовой волны мы с вами видим еще один удар. И таким образом у нас формируется симптом пульсус дикротикус. Следующие друг за другом пульсовые волны в норме не отличаются по наполнению. В этом случае говорят о равномерном пульсе. Эуритмия. Чередование пульсовых волн малой и нормальной амплитуды, как на графике мы с вами видим, называется альтернирующий пульс. Пульсус альтернанс. Он наблюдается при тяжелых поражениях сердечной мышцы. Обычно указывает на неблагоприятный исход заболевания. Резкое снижение наполнения пульса во время глубокого вдоха, парадоксальный пульс, называется пульсус парадоксус. Еще он называется также как пульс Кусмауля. Отмечается при таких патологических состояниях, как выпадной эксудативный констриктивный перикардит, эмфизема легких, плевральный выпад, пневмоторакс, опухоль средостений. На графике мы с вами видим изменение пульсовой волны в зависимости от дыхания. На вдохе пульсовые волны уменьшаются, на выдохе увеличивают свою амплитуду. В норме на обеих руках пульсовые волны одинаковые по наполнению. В истории болезни мы можем написать одинаковый пульс. И появляется одновременно синхронный пульс.
Снижение наполнения пульса на одной из лучевых артерий будет свидетельствовать о наличии признака или симптома. Называется он неодинаковый пульс, pulsus differens. Может наблюдаться при аномалии развития, более глубоком расположении соответствующей лучевой артерии, при нарушении проходимости проксимальных магистральных сосудов, например, вследствие неспецифического артериита, болезни Такаясу, облитерирующего андертериита, тромбоэмболии или выраженного атеросклероза. Снижение наполнения пульса на левой лучевой артерии, именно на левой лучевой артерии, иногда выявляемой у пациента с митральным стенозом, вызвано сдавлением левой подключичной артерии, ушком расширенного левого предсердия, которое является признаком стеноза митрального клапана. По-другому называется симптом Попова. Сдавление одной из подключичных артерий может быть вызвано также опухолью средостения, аневризмой аорты и другими. При крупной аневризме по ходу магистральной артерии верхней конечной происходит запаздывание пульсовой волны на стороне поражения. Называется это асинхронный пульс. Неодинаковость и асинхронность пульса лучше выявляется при пальпации лучевых артерий на поднятых кверху руках больного. Пульсовые волны в норме следуют друг за другом через равные промежутки времени. В этом случае говорят о аритмичном пульсе, pulsus regularis. Аритмичный пульс, pulsus irregularis, определяется при наличии у пациента экстрасистолии, мерцания и трепетания предсердий, некоторых форм нарушений сердечной проводимости, при желудочковой экстрасистолической аритмии на фоне регулярного пульса появляются отдельные преждевременные пульсовые волны малого наполнения с последующей более длительной паузой. При мерцательной аритмии отмечаются полные неправильные интервалы между пульсовыми волнами и неодинаковая их амплитуда. В то же время альтернирующий пульс обычно ритмичный. Это и делает его отличным от пульсуса irregularis. На картинке мы с вами видим два графика, это два пациента. Верхний график нам показывает о том, что пульсовые волны появляются неритмично. Их амплитуда каждый раз разная. И это сочетается с тем, что при аускультации мы будем слышать по громкости разной силы, с разной громкости первый сердечный тон. На втором графике, нижнем графике, мы с вами видим, что также пульсовые волны неритмичные, но есть закономерность. Периодически у нас громкость первого тона усилена. Это сочетается с тем, что этот громкий тон появляется раньше обычного времени. В это же время появляется пульсовая волна. Ее амплитуда меньше, чем обычная пульсовая волна. А после появления вот этой экстрасистолы мы с вами видим затянувшийся промежуток паузы. Называется это компенсаторная пауза. Затем снова у нас восстанавливается громкость первого тона, появляется одинаковость пульсовой волны, и снова внеочередное сокращение приводит к появлению пульсовой волны низкого наполнения, малого наполнения, затем компенсаторная пауза и снова восстановление. Вот вы видите два варианта неритмичности пульса. На верхнем это признаки мерцательной аритмии, а на нижнем графике это признаки экстрасистолии. Частота пульса у здорового взрослого колеблется от 60 до 80 пульсовых волн в минуту. У новорожденных частота пульса составляет 130-140 минут. В течение первого года жизни она снижается до 115, к 5 годам до 100, а к 10 годам до 80-85. При глубоком вдохе пульс незначительно учащается.
а при выдохе становится более редким. При горизонтальном положении тела частота пульса на 10-20 в минуту реже, чем в вертикальном. Учащение пульса называется тахикардия или по-другому пульсус фриквенс, а урежение брадикардия или пульсус рарус. Клинические симптомы тахикардии может быть обусловлен сердечной и сосудистой недостаточностью, гипертиреозом, анемией, лихорадкой, повышением активности симпатической нервной системы. Также тахикардия встречается при физической нагрузке и эмоциональном перенапряжении, при употреблении крепкого кофе и чая. При лихорадке повышение температуры тела на 1 градус Цельсия обычно вызывает учащение пульса на 8-10 ударов в минуту. Более выраженное учащение пульса, которое выходит за пределы этого правила у лихорадящих больных, указывает на вовлечение в патологический процесс сердечно-сосудистой системы. И на графике мы видим с вами примерную зависимость. На градус увеличения температуры тела приводит к увеличению частоты сердечных сокращений на 8-10 пульсовых волн в минуту. Частота пульса более 140 в минуту наблюдается при пароксизмальной тахикардии. Пароксизмальная, значит, возникает внезапно. Тахикардия, значит, пульсовые волны появляются часто. Мерцание и трепетание передсердия. У пациентов с частым и аритмичным пульсом необходимо с помощью ассистента, то бишь позвать помощника, который бы вам помог применить данную методику, одновременно аускультативно определить также число сердечных сокращений. Ассистент ваш проводит аускультацию области сердца и проводит подсчет тонов сердца, а вы в это время проводите подсчет пульсовых волн. Все это делается симметрично. Время, за которое проводится подсчет, не менее чем 1 минута. Более частые по сравнению с пульсом сердечные сокращения свидетельствуют о наличии дефицита пульса. В истории болезни мы отображаем это разностью цифр. Зафиксируется число сердечных сокращений и рядышком число пульсовых волн. И третья цифра нам показывает дефицит пульса, то есть разницу между частотой и пульсом, частотой сердечных сокращений и пульсом. Такой симптом называется пульсус дефициенс, который является характерным признаком мерцательной аритмии, но может встречаться иногда и при частой экстрасистолии. Брадикардия наблюдается при гипотиреозе, понижении функции щитовидной железы, увеличение внутричерепного давления, повышение тонуса блуждающих нервов. Очень часто это появляется при перитоните. Однако нередко бывает и у здоровых, особенно у спортсменов. Частота пульса менее 40 в минуту чаще всего встречается при слабости синусового узла, полной атриовентрикулярной блокаде или идиовентрикулярном ритме. Данные ситуации, когда частота пульса становится менее 40, очень часто сочетаются с явлениями сосудистой недостаточности, нарушением кровообращения головного мозга, потерей сознания. Напряжение пульса зависит от сосудистого тонуса и уровня артериального давления. При нормальном напряжении пульса для прекращения кровотока в лучевой артерии, как мы выше с вами эту методику и технику разобрали, артерии требуется давление умеренной силы. Однако ощущение нормы при исследовании напряжения пульса, так же как и при определении его наполнения, является сугубо субъективным и зависит от опыта врача. При повышенном напряжении пульса его называют твердым пульсом, пульсус дурус. При пониженном – мягкий, пульсус моллис. Обычно твердый пульс сочетается с повышенным его наполнением. Симптом называется большой пульс, пульсус магнус. Мягкий с пониженным наполнением,
малый пульс, пульсус парвус. У пациентов с острой сосудистой недостаточностью, коллапс, шок и при пароксизмальной тахикардии пульс очень часто чрезвычайно малого наполнения и напряжения. Сочетаются два симптома: снижение наполнения и снижение напряжения. Такой пульс едва прощупывается и зовется нитевидным пульсом. Пульсус филиформис. На ощупь пульс напоминает ниточку. Сосудистая стенка вне пульсовой волны в норме, как правило, не пальпируется. Если же на ощупь пульс схож с неравномерным плотным тяжом, можно подумать о атеросклеротическом поражении стенки артерии. При этом полностью пережать артерию пальпаторно будет невозможно. Называется этот пульс. В заключение нашей беседы хочу добавить. Умение пропальпировать пульс – это не сиюминутный навык. Необходимо, чтобы через вас прошел не один пациент. С каждым годом багаж ваших навыков пальпации артериального пульса будет увеличиваться, и это зависит только от вас. Не ленитесь, а приступайте изучать характеристики пульса сегодня и сейчас. Рядом с вами есть люди, большая часть из них не имеет патологии, и вы можете оценить свойства удовлетворительного характера. Спасибо за внимание.